Добрый день! Сегодня мы разберем грамматику 11 урока Мина но Нихонго первой части. Итак, выражение количества. На протяжении последних 10 уроков всегда в конце разбора грамматики также раскрывались некоторые счетные суффиксы, которые присутствуют в японском языке. Почему я так делала? Потому что счетных суффиксов очень много, и они буквально каждому предмету совершенно различны, и выучить их за один 11 урок почти невозможно. То есть к их изучению, запоминанию нужно было подходить последовательно. В японском языке счетных суффиксов более 500, но основных около 30. И опять же, в книге Мина но Нихонго первой части у вас подано только 16. Это самые-самые основные, которые вы должны выучить. И если вы их рассматривали, то уже знаете, что они все разные и не всегда идут по стандартному заучиванию. Каждый из них имеет свой отдельный вопросительный вариант слова, который не совсем похож на тот, который мы ожидаем. Это не значит, что в японском языке нет универсальных числительных, как, допустим, у нас в русском языке. После разбора каждого счетного суффикса я старалась приводить вам примеры, такие как, например, в пруду плавают 3 рыбки, или в пруду есть 3 рыбки. Ике ни сакана га санбики имас. Вопросительным словом было бы нанбики. Или когда мы говорили о емкостях, дайте, пожалуйста, 1 чашку кофе. Кохио и пай кудасай. Где вопросительным словом было бы нанбай. Или в прихожей 2 пары обуви есть или стоит. Генканде куцуга нисоку аримас. В случае же счетного суффикса парных предметов мы использовали вопросительное слово нанзоку. Итак, если вы взглянете на таблицу, в которой собраны основные 16 счетных суффиксов, вы сможете сделать для себя вывод. Во-первых, в Японии существует 2 варианта счетных суффиксов. Один называется исключительно японскими числительными, которые начинаются от хитоцу, футацу, мицу и заканчиваются то. Все, что будет выше, будет считаться по китайскому числительному. Опять же, исходя из того, какой предмет вы называете. Что это значит? Универсальные числительные вы можете использовать только в небольшом количестве, то есть от 1 до 10. И вопросительным словом там будет икуцу. Опять же, вы можете его использовать только по отношению к предметам. Вы не можете использовать его по отношению к живым, одушевленным объектам. То есть люди, животные, считать хитоцу, футацу вы не можете. Все остальные счетные суффиксы имеют специфику. Они относятся каждый к своему предмету. Так вы не можете сказать, допустим, 1 этаж и кай, заменив его на хитоцу. То есть в предложении вас не поймут. Поэтому и возникает необходимость дополнительно изучать специфические основные счетные суффиксы. Но как строить с ними предложения? Исходя из тех примеров предложений, которые я старалась добавлять в примеры, когда разбирали каждый отдельно счетный суффикс, вы, наверное, обратили внимание, что в основном идет структура существительная, о, после идет количество чего-то и добавлялся глагол. Эта конструкция является основной. Японцам не принято, как у нас в русском языке, менять местами цифры, когда мы указываем, допустим, мы можем сказать в русском языке 2 яблока, или мы можем сказать яблоков 2.
или яблоков 2 штуки. Японцев преимущественно будет строиться конструкция, где количество будет указываться после указания объекта, который мы считаем. Например, мандарина 1 штуку купила. Микан о хитоцу каймашта. Микан о хитоцу каймашта. Мы можем также и сказать микан о и ко каймашта. Оба варианта будут правильными. В последних уроках мы изучали такие глаголы, как аримас и имас. По сути, принцип остается один и тот же, но меняется частица. Вместо о мы ставим частицу га. То есть мы объект, который считаем, выделяем частицей га, добавляем количество, а после глагол аримас или имас. Например, ваташи ва микан га хитоцу аримас. Я мандарина 1 штуку имею. То есть у меня в наличии есть 1 штука мандарина. Мы также в начальных уроках учили такое просительное слово, как «пожалуйста, дайте», «кудасай». Ситуация, когда мы знаем название какого-либо предмета или объекта, который нас интересует, мы можем назвать его, выделив частицей «о», после указать количество, сколько мы хотим, и добавляем глагол «кудасай», то есть «дайте, пожалуйста». Например, 2 мандарина дайте, пожалуйста. Микан о нико кудасай. Или микан о футацу кудасай. Оба варианта будут правильными. Мы также можем указывать, если, допустим, мы не знаем название предмета, но мы можем на него указать рукой. Допустим, выделив его указательным местоимением коре. Корео нико кудасай. То есть это 2 штуки дайте, пожалуйста. Мы также, изучая временные промежутки, допустим, в течение 1 часа, в течение 1 месяца или в течение 1 недели, можем также строить предложения с использованием количества раз. Например, в неделю 2 раза мандарин покупала. Ищукан ни микан о никай каймашта. То есть в течение недели мы выделяем частицей ни, ищукан ни, что покупали, микан о, сколько покупали, никай. И что мы делали, собственно, какое действие прямое, покупали, каймашта. Ищукан ни, микан о, никай, каймашта. Итак, повторяю, основная конструкция, в которой мы указываем числительное чего-либо, состоит из существительного плюс о или га, плюс количество чего-то и добавляем глагол. Например, я купила 5 штук яблок. Ваташи ва ринго о ицуцу каймашта. Или мама и братьев 2 есть. Хаха то кёдай га футари имас. То есть у меня есть мама и еще 2 братьев. Когда мы строим вопросительное предложение, мы также обращаем внимание на то, где мы ставим свое вопросительное слово. Оно тоже должно стоять перед глаголом после указания существительного объекта, который нас интересует. То есть, например, икуцу. Например, Мария, сколько мороженого ты съела? Мария, айскриму о икуцу табемаштака. Она вам может ответить футацу табемашта. То есть 2 мороженого, 2 штук мороженого и съела, а там уже указать когда. Или, например, в тарелке сколько персиков? Сарано уэни или о сарано уэни момога икуцу римаска. Вам могут ответить дзенбуде и цуцу аримас. То есть
всего 5 персиков имеется. Или можно сказать, допустим, Сара но уини момога нанко аримаска. И в ответе вы можете сказать дзен буде гоко аримас. То есть всего 5 штук. Оба варианта будут правильными. Или, например, в комбини сколько нигири купила? Конбини де. Онигири о икуцу каймаштака. Вам могут ответить онигири о футацу каймашта. Как вы уже поняли, когда мы используем специфические счетные суффиксы, мы используем их счетные специфические вопросительные слова. Так, например, в зале или в холле сколько людей было? Роби ни, нан нин и маштака. Допустим, было 4 человека. Йо нин и машта. Или вчера картошки сколько купил? Кино джагаймова нан киро каймаштака. То есть сколько килограмм купил? Ни киро каймашта. 2 килограмма купил. Или в сумке сколько ручек? Кабанно накани бурупенга нан бон аримаска. Вам могут ответить бурупенга и пон аримас. Эмпицу мо нихон аримас. То есть одна ручка и 2 карандаша тоже есть. Хочу также обратить внимание на ситуации, когда вы пытаетесь перечислять, что, допустим, вы в супермаркете что-то купили, пришли домой, выкладываете, вам задают вопрос, что вы, собственно, приобрели, и вы начинаете пересчитывать. Допустим, 1 буханка хлеба, там 3 помидора, 2 дайкона. Как строить предложение в данном случае? Если вы скажете, допустим, таким образом, я в супермаркете 1 хлеб, 3 помидора, 2 дайкона купила, и будете строить предложение в японском варианте как ваташи ва супермаркето де хитоцу пан я, санко томато я, дайкон о нихон каймашта, то это предложение будет неверным. Почему? Если вы используете, как было в прошлом уроке, мы говорили о перечислениях существительных, и использовать частицу «я» в данном случае нельзя. Почему? Потому что вы перечисляете с указанием того, что могли купить еще кучу всего, но по факту вы предложение строите таким образом, что вы говорите, что вот по факту я купила это, и ничего лишнего. Поэтому при использовании частицы «я» в данном варианте перечислений вам его не следует, то есть использовать частицу «я». Второй вариант. Вы можете сказать, допустим, ваташи ва супермаркету де пан га хитоцу или томато га санко дайко но нихон каймашта. В этом случае тоже будет неверно, потому что вы используете частицу «га» вместо частицы «о». Частицу «га», когда вы используете при перечислениях, вы должны понимать, что в конце предложения у вас должен стоять либо аримас, либо имас. Так как вы перечисляете неодушевленные предметы, то вы должны заканчивать глаголом аримас. Как же должно правильно строиться предложение в случае, когда вы перечисляете? То есть вы не говорите там, допустим, то, хотя это можно делать. Вы строите предложение таким образом. Выделяете себя ваташи ва место супермаркету де, а после по стандартной конструкции существительное о количество. То есть пан о хитоцу. Дальше томато о санко, то есть томата 3 штуки. Дайкон о нихон, дайкона 2 штуки. И заканчиваете глаголом каймашта.
То есть ваташи ва супермаркету де пано хитоцу томато о санко дайкон о нихон каймашта. В данном случае ваше предложение будет звучать более натурально и верным. Или, например, вы перечисляете, что есть на столе. Например, на столе 2 тарелки и 2 стакана есть. Если вы будете строить предложение таким образом, например, тебру но уэни, нимай, плоский предмет, нимай сара, то нихай копу га ремас. Ваше предложение японцы поймут, но для них оно будет звучать немного некорректным, потому что они, скорее всего, его переиначат и будет звучать правильнее на их языке как тебру но уэни о сара, сара тарелка, о сара га нимай. После добавляете частицу то или частицу мо, в зависимости от того, что вы как строите предложение. Дальше добавляете копуга ни хай аримас. То есть вы можете сказать: наверху стола тарелки 2 штуки и стакана 2 штуки находится. Тебру ноуэни осара га нимай то копуга ни хай аримас. Или вы можете сказать: наверху стола 2 штуки, тарелки 2 штуки, также 2 стакана 2 штуки находятся. То есть тебру ноуэни осарага нимай мо копуга нихай ремас. Оба варианта будут верными. Итак, дальше. Выражение количества времени. В предыдущих уроках мы где-то в 4 уроке затрагивали темы, когда касались вопросов о времени, о часах, минутах, секундах. Для того, чтобы считать года, по-моему, я тоже разбирала эту тему. Когда 1 год и чинен, 2 года нинен, 3 года саннен и 4 года йоннен и так далее. Вопросительным словом было наннен. В том случае мы использовали счетный суффикс для того, чтобы сказать, сколько лет, допустим, чего-то было или есть. Но в ситуации, когда мы хотим указывать продолжительность лет, то есть на протяжении, допустим, 2-3 лет, мы добавляем еще счетный суффикс кан. Получается, что у нас вместо 1 года будет на протяжении 1 года. То есть ичинен кан, или на протяжении 2 лет нинен кан. Также вы обратили внимание, что у японцев несколько нестандартная привычка записывать дату. То есть если в русском языке мы сначала записываем число дня, после месяц, а после год, то у японцев он идет в противоположное. Сначала идет год, потом месяцы, а потом уже дни. Еще нужно учитывать то, что у них есть специальные летоисчисления, которое идет по лозунгу правления какого-либо императора. Итак, например, с 2019 года у них эпоха Рейва, то есть это их лозунг. Вам придется обращать внимание на то, что вы будете вносить в текст. Или, допустим, когда вы будете читать какую-то газетную сноску, если вы видите там иероглиф Рейва, а после идет, допустим, 5 лет, Гонен, Гогацу, Ниджуничи, то это будет значить, что, допустим, с года правления такого-то императора прошло 5 лет, 5 месяцев и 22 дня. Итак, немного вернемся обратно. Мы должны четко разделять для себя 2 понятия. Первое, когда мы говорим констатацию четкого времени, допустим, сейчас ровно 6 часов, в том случае мы указываем часы, просто говоря G, допустим, roku G des, 6 часов. Но когда мы говорим о продолжительности, мы должны использовать приставку G-kan, то есть на протяжении 6 часов roku G-kan.
Счетный суффикс «кан» для указания промежутка времени почти ко всему добавляется, кроме минут и месяцев. В месяце используется кагэцу. Также в отношении дней или годов, когда мы можем сказать ичинен или ичиненкан, иногда суффикс «кан» может опускаться, то есть он может и не произноситься. Еще раз о продолжительности или длительности периода времени, когда мы указываем месяцы. То есть мы учили, допустим, январь и чигацу, но когда мы хотим сказать в течение месяца или на протяжении одного месяца, мы используем счетный суффикс кагэцу. И получается и кагэцу. Допустим, мы хотим сказать один раз в месяц и кагэцу ни и кай. То есть месяц мы выделяем частицей ни, добавляем количество раз и кай. Или, допустим, мы хотим сказать один месяц назад и кагэцу мае. То есть, чтобы сказать назад, мы добавляем суффикс мае или слово или иероглиф мае. То есть 2 месяца назад ни кагэцу мае, но не говорим ни чигацу мае, то есть это будет неправильным. Также вам очень сильно советую выучить период времени касательно недель, продолжительности недель, потому что наиболее чаще будете использовать, например, чтобы сказать 2 раза в неделю занимаюсь японским языком. Ищукан ни нихонго никай бенкю шимасу. То есть выучить в течение 2 недель или 2 недели назад ищукан мае, что-то там случилось, является для вас необходимостью. Еще раз хочу вам напомнить в отношении часов. Когда мы задавали вопрос, сколько сейчас часов, има нанджи деска, и, допустим, мы отвечали 7 часов 15 минут, мы строили предложение с использованием глагола связки des, то есть shichiji jugo-fun des. Мы также разделяли время на до обеда и после обеда. У японцев в основном это до полудня или после полудня. И в утреннее время требовало указания определенного слова, такое как гозен. Допустим, 8 часов утра. Гозен хачиджи дес. Или вечернее время, допустим, 5 часов вечера. Го-го годжи дес. Также ситуация, когда мы использовали минуты и, допустим, хотели сказать 8:30 или 9:30, мы использовали такое слово, как хан. Например, куджи хан, 9:30 или 9 часов с половиной. Или, допустим, тогда, когда мы хотели на русский вариант сказать, допустим, без 5 минут 10. Вместо того, чтобы говорить сейчас 9 часов 55 минут. Для того, чтобы сказать на японском языке, мы используем принцип тот же, но добавляем слово вместо без, мы добавляем слово мае. Например, без 5 минут 10 часов. Джуджи гофун мае дес. То есть гофун мае будет означать без 5 минут чего-то там. Джуджи гофун мае дес. Еще, допустим, когда мы строили вопросительное слово, такое как Мария вчера во сколько учились? Мария ва кино нанджи ни бенкю шимашитака. В том случае мы требовали конкретно, во сколько часов она училась. И она нам отвечала кино но йору, вчера вечером, хачиджи ни бенкю шимашита, то есть указывала конкретное время, во сколько она училась. Мы также разбирали варианты, когда мы спрашивали о продолжительности часов, сколько она училась по длительности времени, да? Допустим, Мария вчера сколько часов училась? Мария ва кино нанджи кан бенкю шимашитака.
И в ответе нам было конкретное время о продолжительности с использованием счетного суффикса джикан. Допустим, училась 2 часа. Ни джикан бенкёшимашта. Мы также разбирали такое вопросительное слово, как ицу. Когда? В том случае мы ставили пример предложения, когда, допустим, выходной день, когда ясумихи ваицу деска, нам могли ответить дойоби дес или дойоби не дес. В том случае мы не требовали конкретики в отношении времени, но в ситуациях, когда мы хотим еще поинтересоваться о том, насколько долго что-либо происходило, какое-либо действие, мы можем использовать помимо слова нанджикан еще дону курай. По-своему они имеют сходство, но разница все же присутствует. Так, например, нанджикан используется только с часами. А дону гурай оно используется более шире, то есть мы можем его использовать с днями, месяцами, годами, с количеством денег или, допустим, с расстоянием. Мы можем говорить о длительности происходящего, используя как джикан, суффикс счетный, да, допустим, в Испании 2 недели был путешествие. Спейнде, нищукан, рёко, шимашта. Или я в Кэноне, в компании Кэноне 1 год работаю. Кэнонде и чинен хатаракимас. Или сегодня 1 день выходной, то есть целый день выходной. Кё и чиничи ясумимас. Но вторым вариантом, когда мы тоже можем задавать вопросы о продолжительности, это является дону курай. Например, каждый день сколько времени немецкий язык вы учите, да? Майничи нанджикан доцуго бенкёшимаска. Вам могут ответить не джикан бенкёшимас, то есть занимаюсь 2 часа. Или, допустим, как долго вы немецкий язык учили? Дону курай доцуго о бенкёшимаштака. То есть нинен бенкёшимашта. Вы можете ответить так. Или можете сказать нинен курай бенкёшимашта. Примерно, то есть без конкретики, около 2 лет. Или, например, как долго до парка идти? Дону курай коэн маде икимаска. Вам могут ответить ниджупон гурай икимас. То есть около 20 минут идти или 20 минут примерно идти. Вы также можете строить различные предложения, например, такие как долго яйца варить, да? Тамаго дону курай юдеримаска. Или как долго был концерт? Консатова дону курай дештака. То есть вариаций строить вопросительного предложения большое количество. Важно то, что в ответах вы можете использовать как гурай, указывая на примерное количество чего-то, или указывать точное время чего-то. Например, с использованием слова гурай. Важно то, что всегда это слово стоит после количества. Само по себе оно не будет стоять. То есть вы указываете либо промежуток времени, либо количество чего-то. Например, примерно 3 часа ждать. Санджикан гурай мачимас. Или я вернусь домой примерно в 5 часов вечера. Ваташива го-го годжи гурай ученика эремас. Или на машине до станции ехать примерно 10 минут. Курума де экимаде джупун гурай экимас. Или следующий автобус примерно 30 минут ждать. Сугино басува санджупун гурай мачимас. Слово гурай мы также можем использовать, когда говорим о том, что что-то сколько-то времени займет или сколько времени нужно, чтобы что-то сделать. Когда мы строим вопросительное слово, допустим,
сколько часов до Токио примерно займет поездка. Мы указываем место, до какого нам нужно. Мы указываем вопросительное слово, указывающее на длительность, например, нанджикан. Добавляем слово гурай примерно и добавляем глагол какаримас. Получается, например, до Токио примерно займет поездка там сколько часов, да? Токио маде нанджикан гурай какаримаска. Но в ситуациях, когда мы хотим, допустим, задать вопрос не о длительности времени, которое пройдет для того, чтобы нам добраться до Токио, а в ситуациях, когда мы хотим задать вопрос до определенного места, сколько, допустим, будет стоить поездка. В том случае мы не обязательно будем использовать суффиксы нанджикан. Мы можем использовать совершенно другие вопросительные слова, такие как икура, например, сколько стоит. Примерно сколько стоит поездка до Токио. Токио маде икура гурай какаримаска. То есть нам могут ответить, допустим, 5000 йен примерно стоит, да? Госенен гурай какаримас. Подводя итог, мы можем сказать, что когда мы используем слово гурай, мы можем задавать перед ним вопросительное слово абсолютно разное. То есть мы можем поинтересоваться, сколько людей примерно будет. Мы можем поинтересоваться, сколько чего-то купили. Икуцу гурай, наннин гурай. Итак, следующая тема — выражение количества, период времени, плюс частица ни, плюс количество раз и глагол. Что это означает? На русский язык мы переводили, что какой-то промежуток времени что-то сколько-то раз делаем. Для этого мы используем счетный суффикс кай и вопросительное слово его нанкай. Не путайте его с счетным суффиксом этажей, потому что если вы не будете внимательно слушать собеседника, вы можете спутать, допустим, второй этаж одинаково произносится никай, как можно сказать 2 раза никай и сказать 2 этажа никай. То есть нужно внимательно слушать своего собеседника. Когда мы строим конструкцию о продолжительности какого-то периода, выделяя частицей ни, мы говорим, что в определенный промежуток что-то было, сколько-то раз. Например, раз в неделю я хожу в парк. Ваташива ищукан ни икай коэнэ икимас. Или, например, 1 раз в году еду на Гавайи. Ваташива ичинэн ни или просто нэн ни икай гавайи икимас. Или, допустим, я 2 раза в день чищу зубы, да? Ваташива ичини-чини, то есть в течение 1 дня, ичини-чини, никай дважды, ха о мигакимас, зубы ха и чистить или полировать глагол мигакимас. И ваташива ичиничи ни никай хао мигакимас. У вас может возникнуть ситуация, когда вы можете услышать такое слово, как ичидо. Оно также означает как бы 1 раз, и предложение с ним тоже строится. Иногда вы можете запутаться. Например, я эту книгу 1 раз прочитала. Сонохоно ичидо ямимашта. В том случае будет смысл того, что у вас был опыт чтения этой книги, как бы, что вы однажды ее прочитали. Но вот когда вы говорите конкретное количество раз, сколько ее вы читали, вы используете счетный суффикс икай, да? То есть сонохоно икай йомимашта. Я конкретно 1 раз прочитала. А когда мы говорим, что я однажды когда-то ее читала, мы используем слово ичидо. Например, этот фильм 1 раз видел. Соноэгао ичидо мимашта. То есть однажды я его когда-то видел. Хочу обратить внимание на
русский вариант, когда мы говорим один или два раза чего-то делал. В японском языке для того, чтобы произнести, существует несколько вариантов. Например, один. Я занимаюсь спортом 1 или 2 раза в день. И у вас есть такая частица, как «ка». Например, если вы поставите «ваташи ва ичи-ничи ни» и «кай» «ка», «никай» «гурай ундо шимас», то будет означать, что в день, в течение одного дня вы 1 или 2 раза занимаетесь. Вы также можете сократить и сказать, допустим, «ваташи ва ичи-ничи ни» и «кай». После ставите запятую «никай гурай ундушимас». То есть я примерно занимаюсь 1-2 раза в день. Или сокращенный вариант, когда вы можете сказать «ваташи ва ичи-ничи ни ичи», запятая, «никай гурай ундушимас». «Ваташи ва ичи-ничи ни ичи никай гурай ундошимас». То есть, видите, у вас для того, чтобы сказать 1 или 2 раза с чем-то занимаюсь или что-то делаю, вариации сказать 3, а может их еще больше, просто я не знаю. Например, мы хотим сказать, в Японии 1-2 раза примерно доводилось бывать. То есть нихоне ичи, никай гурай итта кото га аримасу. То есть мне доводилось бывать итта кото га аримасу. Следующая тема – выражение количества плюс даке или существительное плюс даке. На русский язык даке переводится как «только». Соответственно, когда мы строим предложение, мы указываем, что есть что-то. Если мы говорим о количестве, то есть только определенное количество чего-то. Или же, когда мы строим с существительным, допустим, есть только там отец, мама, мы говорим, что хаха даке, чичи даке, то есть есть только они. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, на кухне только мама слушает музыку. Кичинде окасан даке онгаку о кикимасу. Или в сумке только телефон есть. Кабан но накани сумахо даке аримасу. Или в комнате нет только телевизора. Хэя но накани тереби даке аримасен. В данном случае мы использовали существительное плюс даке. Давайте рассмотрим пример, когда мы используем количество. Например, на тарелке только 2 яблока есть. Осара но уэни ринго га нико даке аримасу. Осара но уэни ринго га нико даке аримасу. Или можно сказать футацу даке аримасу. Давайте посмотрим еще несколько примеров. В школе учился только один иностранец. Коно гакко ни ва гайкокуджин га хитори даке бенкю шимашита. То есть в этой школе был только один иностранец в прошлом времени. Или мы можем сказать, допустим, в школе есть только один иностранец. Коно гакко ни ва гайкокуджин га хитори даке имасу. Или, например, я ходил туда только 1 раз. И кайдаке икимашита. Или я купил только 1 штуку, допустим, мандарина или еще чего-то. И ко даке каймашита. В книге Минано Нихонго у вас сказано, что существительное плюс даке, или же количество чего-то, либо период времени чего-то плюс даке. Но, во-первых, не сказано то, что слово даке вы можете использовать только с утвердительными предложениями. То есть в конце, после слова даке, вы не можете использовать глагол в отрицательной форме.
Также вы можете использовать слово даке с прилагательными, то есть ставить прилагательные после даке. И глаголы. Глаголы обычно используют простой формы, например, словарная форма глагола, либо та форма глагола. Например, есть только холодная вода. Мизуга цумэтай даке аримас. Или есть только старый телефон. Кетайга фуруй даке аримас. Или, например, с глаголами сделать только яру даке дес. Или я только смотрю миру даке дес. Или я только смотрел мита даке дес. В принципе, мы тему разобрали, но еще немножко. Вы видели такое слово, как чотто-маде. Когда в диалоге вы будете читать, вы поймете, что обычно оно означает, что если вам задают вопрос, куда вы идете, а вы хотите ответить, ну, допустим, немного пройдусь до магазина, то вам достаточно использовать эту конструкцию. То есть немного указать место и до какого места вы идете. Например, немного пройдусь до магазина. Чотто мисе маде. Или немного пройдусь до парка. Чотто коин маде. Ну и как бы оставить междометие. Человек вас поймет. Есть еще один момент, который я бы хотела с вами разобрать. Он касается частицы D. Мы уже знаем, что частицу D мы можем использовать в большом количестве вариаций. Например, когда мы говорим «чем приехали», допустим, «куру D», или «чем кушаем», ложкой «спун D», или место, где что-либо происходит, там, например, в супермаркете скупляюсь суп D. Мы также можем частицу D использовать в ситуации, когда мы хотим сказать, что определенный человек вместе с кем-то, когда мы хотим сказать, что вдвоем, втроем, в одиночку, в этом случае мы людей выделяем частицей D. Например, вдвоем куда-то ушел. Или частицу D мы можем использовать, когда задаем вопрос, за сколько ты что-то купил. Вот именно эта фраза «за сколько» она образуется благодаря частице D. Или когда мы, например, говорим, что мы за какое-то время что-то сделали, мы также можем указывать время плюс частицу D. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, вчера втроем в Осаку ездили. Кино саннин D, то есть мы указываем количество людей плюс частицу D. Дальше указываем место. Осакаэ икимашта. Кино саннин D, Осакаэ икимашта. Или, допустим, я купила эту сумку за 3000 йен. Коно кабан о 3000 йен де каймашта. Или, допустим, я сделал домашнюю работу за 30 минут. Санджупун де щукудайо шимашта. То есть мы указали время, добавили частицу D и основное действие щукудайо шимашта. Домашнюю работу. И следующая тема – частица мо вместе со счетом. Ситуацию, когда мы видим конструкцию количество плюс мо, на русский язык мы бы переводили, что чего-то аж целых чего-то есть. Например, у меня аж 10 бананов, или у меня целых 10 бананов. Ваташива бананага джупон мо аримас. То есть у меня аж целых 10 бананов. Или, допустим, у мамы аж целых 2 стиральных машины. Хахава сентаку-ки га нидай мо аримас. Хахава сентаку-ки га нидай мо аримас. Или я съел аж целых 10 яблок. Или я съел аж 10 яблок. Ринго дюко мо табемашта.
Или, допустим, я целый месяц отдыхал. Или я аж целый месяц отдыхал. 1ヶ月も休みました. Или я это аж целых 3 раза сказал. 私はこれを3回も言いました. 3回も言いました. 3 раза сказал. Аж целых 3 раза. Итак, на сегодня тему мы разобрали. Если вам понравилось, буду благодарна. Если нет, тапками не кидайтесь. Всего хорошего.